Сегодня на обзоре робот-пылесос Akami R125, преимуществами которого выступает качественная навигация, быстрое построение карт помещений, высокое качество сухой и влажной уборки, а также повышенная проходимость за счет скромных габаритов. Но если вы думаете, что это все, на самом деле нет, так как в комплект включена база самоочистки, с помощью которой вам не придется тратить лишнее время на уход за устройством. Но не будем сильно забегать наперед, давайте по порядку. И первым делом, разумеется, приступаем к распаковке. Внутри яркой фирменной коробки мы нашли сам робот-пылесос, насадку с салфеткой из микрофибры для влажной уборки, базу самоочистки с поддоном, комплект боковых щеток, состоящих из 4 экземпляров, щетку для ручной очистки и инструкцию. С помощью прилагающейся макулатуры вы быстро и без проблем разберетесь с устройством робота-пылесоса, научитесь подключать его к домашней сети Wi-Fi, а также получите рекомендации по уходу и обслуживанию. И так как тут все на русском языке, проблем с переводом явно не возникнет. Дизайнеры из Akami не изменяют традициям, потому как внешний вид робота-пылесоса не только узнаваемый, но и по-прежнему в хорошем смысле выделяется среди конкурентов. Если вы уже пользовались или хотя бы смотрели обзоры на прошлые версии роботов-пылесосов именно этого бренда, сразу узнайте фирменный почерк. Соты в верхней части корпуса. У R125 они красные. Небольшая возвышенность вверху — это лидар, с помощью которого робот-пылесос ориентируется в пространстве и строит точную карту. Там же сверху есть пара подсвечиваемых кнопок, которые отвечают за включение и запуск уборки, а также самостоятельный возврат на станцию. Индикатор подключения к домашней сети тоже есть. Сзади отверстие для транспортировки мусора в базу, фиксатор контейнера и контакты для зарядки. Интересная особенность — 2 датчика, которые помогают аккуратно подходить к стенам и эффективно очищать зону вдоль них, предотвращая столкновения. Ну а спереди бампер, защищающий устройство при контакте с препятствиями. Ход плавный, посторонних звуков и прочего мы не обнаружили. Если перевернуть робот-пылесос, увидим 2 больших прорезиненных колеса с протектором, чтобы не проскальзывать на мокром полу. Кроме того, эти колеса амортизируют, что в том числе помогает преодолевать небольшие пороги около 2 см в высоту. За повороты отвечает дополнительное центральное колесо. В центре стандартная силиконовая щетка с ворсом, которую можно вынуть, чтобы освободить от намотавшихся волос и прочего мусора. Но часто это делать не придется, так как конструкция спроектирована таким образом, чтобы все лишнее оказывалось в пылесборнике, а не на подвижных частях конструкции. Слева фиксатор для лучевой щетки. А ближе к низу, на резервуаре для воды, видим крепление насадки для влажной уборки. Датчики перепада высоты тоже есть. С их помощью робот-пылесос, например, не боится ступенек. Контейнер, куда будет сбрасываться мусор с пола, можно достать из задней части корпуса робота-пылесоса. Как и говорили, есть специальная кнопка, которая поможет выполнить это действие. Разумеется, пока контейнер не вставлен, пылесос не запустится, даже если сильно этого захотеть. Сверху есть отверстие, через которое можно пополнить запас воды. Оно плотно закрывается резиновой заглушкой, чтобы ничего случайно не вытекло. Также надежно мусор собирается внутри пылесборника, который оснащен фильтрами. То есть в процессе уборки вся пыль останется внутри и не выдуется обратно в квартиру. Что касается станции, как и заявлял производитель, она реально не занимает много места. Автоматической заправки водой тут нет, что компенсируется большим пылесборником. То есть Akami R125 сам будет возвращаться на базу, сбрасывать собранный мусор и при необходимости самостоятельно продолжать уборку. За счет компактности станция не будет привлекать много внимания и отлично впишется в небольшие квартиры. Спереди станции зарядные контакты, а также отверстия для самостоятельного забора мусора. Чтобы возможная влага никак не повлияла на некоторые напольные покрытия, инженеры дополнили комплект специальным подиумом, на котором устройство будет ждать следующей уборки, либо заряжаться. Ну и когда рассмотрели фасад, пора пройтись по функционалу и глянуть, что есть внутри. В этом поможет мобильное приложение, которое легко подключается благодаря понятной инструкции, где описана последовательность действий по шагам. Приложение Akami IQ Home позволяет редактировать зоны на карте, менять варианты сценариев и самоочистки, а также составлять гибкий график уборки. Достаточно запустить первое построение карты и проверить все доступные варианты. Благо программа полностью на русском языке, поэтому точно не запутайтесь. Когда есть карта, можете выбрать отдельную зону или комнату, указать запретные места и так далее. Ну и перед тем, как перейдем к тестам, предлагаю ознакомиться с характеристиками, список которых уже на ваших экранах. Силой всасывания 5000 паскалей и емкостью аккумулятора на 3200 мАч R125 может качественно обслуживать до 120 квадратных
квадратных метров. При этом уровень шума в пике составляет 74 дБ. Разумеется, если выставить обычный режим уборки, лишнего шума не будет. Озвучка голосовых оповещений тоже есть и тоже регулируется по громкости. Причем русский язык на месте, без огрехов перевода. Ну и когда мы узнали всю необходимую информацию, пора проверить все это на практике. Без лишних комментариев посмотрим, как Аками R125 справился с сыпучим мусором и легкими пятнами. Как видите, сухая уборка на высоте, потому как вся крупа оказалась прямиком в пылесборнике. Как только устройство попадает на зарядную станцию, мусор отправляется прямиком во внутренний пылесборник, а устройство без сторонней помощи будет готово к следующей уборке. С легкими пятнами тоже проблем не возникло, и это при условии, что мы имеем дело не с дорогим полотером. В общем, влажная уборка тоже хорошая, вода подается стабильно и ровно в тех объемах, что вы установили в приложении. И не забываем об относительно малой высоте корпуса, за счет чего робот-пылесос запросто уберется под кроватью или на кухне. Ну и что можно сказать в качестве вывода? Перед нами, как всегда, хороший робот-пылесос, который играючи справляется с основной задачей – поддерживать чистоту в доме без лишних усилий для владельца. Пылесборника внутри станции хватает примерно на 3 месяца, а потому часто менять расходники не придется. К тому же в комплекте целых 4 лучевых щетки, которых также хватит на долгое время. Единственный нюанс – вам нужно следить, чтобы на полу не было лишних предметов, так как при наматывании проводов или чего-то подобного боковая щетка может открепиться от корпуса. В остальном никаких нареканий. Сила всасывания и прочие технические моменты указывают на то, что перед нами действительно хорошее устройство. Тем более все управляется через понятное русифицированное приложение. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр, не забывайте о лайках и комментариях и до встречи в следующих видео.